Только что я вам продемонстрировал лайфхак, как сэкономить бабло на парковке. А теперь ловите лайфхак, как я лоханулся. Заказал себе бургер, но вовсе не с тем, чем вы подумали. В стенах старого города обнаружилась синагога Jewish Museum. В общем, здесь каждый посетитель может написать свою историю и прикрепить здесь на стенку. Здесь, я так понимаю, знаменитое место из фильма «Игры престолов», которое мне ни о чем не говорит. С добрым утром. Вот такой вот вид с балкона моего хостела, в котором я заселился. Сейчас 8:30 утра, и я последую на машине в сторону старого города. Я сейчас нашел информацию, где можно здесь найти стоянку за бесплатно, а в Дубровнике это сделать практически невозможно. Надеюсь, что у меня получится найти стоянку, потому что здесь она очень дорогая. Вчера за где-то 3,5 часа мне пришлось отвалить около 15 евро. Согласитесь, это недешево для парковки. Я заселился вот в таком вот хостеле. Здесь моя комната. Все по-скромному. 22 евро мне стоил здесь ночлег. Вообще, весь Дубровник за пределами старого города — это такие узкие улочки, и сюда мне стоило немалых усилий, чтобы добраться. Каждый раз тут ехал навстречу. Ну что, ловите лайфхак. Вот я свою Toyota Yaris парканул напротив супермаркета Конзум. Отсюда где-то 300 километров до главных входных ворот старого города. И это место бесплатно. В Дубровнике, возможно, вы больше нигде не найдете бесплатные парковки. Интересно, посреди жилого квартала прям целое кладбище, и настолько ухоженное, как будто бы здесь прям какие-то знаменитости похоронены. Тут очень солидные склепы, цветы везде свежие. Очень много людей идут с цветами сегодня, как будто бы сегодня какой-то специальный день поминок. Только что я вам продемонстрировал лайфхак, как сэкономить бабло на парковке. А теперь ловите лайфхак, как я лоханулся. Короче, пришел я сейчас в Ловренац. Мне говорят, цена 100 кун. Но если ты вчера был на стенах, то в течение 72 часов ты можешь сюда прийти бесплатно, потому что вход на стены включает также вход сюда, в крепость Ловренац. Я этого не знал. Билеты, естественно, я выкинул, и чувак говорит, извини, тут есть камеры, если ты хочешь зайти сюда, ты вынужден заплатить. Ладно, пойдемте сразу наверх. Местные построили в свое время эту крепость, чтобы защищать морской подход к городу, особенно от Венецианского флота. Вот он, старый город, красавец. Теперь я поменялся местами. Вчера я с того балкона смотрел на эту крепость, а теперь я с этой крепости смотрю на этот город. Я так понимаю, эти места узнают те, кто смотрел сериал «Игры престолов». Эту крепость начали строить еще в 1018 году и завершили строительство в 16 веке. Толщина стены со стороны моря, наверное, это та самая стена, на которой я сейчас стою, достигает от 4 до 12 метров. В принципе, тут крепость без всякого пафоса. Ничего выставочного нету, просто пустые стены, без всяких артефактов, ну кроме пушек. Я бы еще, конечно, зависнул бы здесь, но меня начинает солнце так припекать. У входа в крепость есть такой парк с романтическими лавочками. В принципе, со входа в крепость вид практически такой же, как с самой крепости. Поэтому, если вам лишний раз влом платить 13 евро, то можно просто подойти ко входу и кайфануть от этого обзора. В общем, я позавтракал, теперь самое время посетить неизведанные места
старого города. На самом деле с едой пока что мне не везет. Постоянно попадаю на обычную, невкусную еду. Это мой косяк. На обед я думаю, что-то подыщу более качественное. Так, здесь я обнаружил какой-то музей старой аптеки. Интересно? Давайте посмотрим, что это. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign for. Nearby church of Но это то место, которое я видел вчера с высоты этих стен. Здесь прям и комфортно посидеть, и покупаться можно. И я просто сожалею, что я не взял с собой плавки. Samo završite, je rekao, uzmite uzeo. Я решил отведать что-то особенное. Заказал себе бургер, но вовсе не с тем, чем вы подумали. Это осьминог. Очень необычно и, я бы сказал, достаточно вкусно. Поэтому в этот раз я однозначно не прогадал. Осьминог хорошо так поджаренный. Если бы мне не сказали, что это осьминог внутри, я бы, наверное, и не догадался. Подумал бы, что какая-то рыба. Очень оригинальное место, оригинальные бургеры, оригинальные лампочки. Это, кстати, одноразовые вилочки, если кто не догадался. Ну, в общем, вы поняли. Это место я рекомендую. Там вообще уникальные блюда с различными морепродуктами. Креветки, кальмары, осьминог, лосось. И все сделано в довольно-таки уникальном стиле. Так, в стенах старого города обнаружилась синагога Jewish Museum. А пойдемте посмотрим. 4 святых города Израиля: Цфат, Хеврон, Тверия и Иерусалим.
музее, по идее, запрещено было фотографировать и снимать что-то на камеру, но я как-то заснял, вроде как мне замечания не сделали. Вообще очень интересно. Ничего лишнего, 2 маленькие комнатки и синагога. На сегодняшний день еврейская община в Дубровнике составляет около 50 человек. Но, как я понял, все они живут за пределами старого города. Ранее их здесь было немного больше. И в этом месте, где находится музей и синагога, какое-то время было гетто. Честно сказать, я думал, я уже не созрею на исторический музей, но все же в последний момент меня осенило, и я решился сюда пойти. Место, в котором я сейчас нахожусь, ранее являлось дворцом избранного князя Дубровницкой республики. Помимо жилых комнат для князя, здесь размещался зал заседаний городских властей, тюремные камеры, а также зал суда. Зашел в ресторан Тадж Махал, заказал себе вот такое севиче. Выглядит достаточно аппетитно. Тут еще такая сырная мазилка, лучок и еще какая-то жидкость. Салатиков не хватает, а так в принципе выглядит очень аппетитно. Хлебушек мягкий. А жидкость — это такая прикольная штука. Нажимаешь сюда на кнопку и выходит, видимо, салфетка мокрая. Да. И, кстати, еще жвачку принесли. Видимо, чтобы потом заживать лучок. Второй раз подряд я не прогадал с местом. Севиче просто суперское, и я напрасно сказал, что не хватает салата, он здесь и не нужен. Лук и вот эта мазилка сырная просто топовая, они компенсируют любой салат. Вкусно, качественно приготовлено. Напоследок я решил зайти в один интересный музей, музей любви. И музей повествует много интересных историй про любовь. Видимо, однажды мне действительно придется пересмотреть «Игры престолов». Так, кого-то я все же отсюда узнаю. Это Форд Харрисон, а здесь Натали Портман. В этой комнате различные предметы, и каждый предмет символизирует моменты встречи возлюбленных, которые затем поженились. Ну, у меня такая же рубашка, кстати. Вот еще один пример. В общем, парень в раздевалке забыл свой желтый пояс, вернулся потом его забрать, а там девушка, которая убирала, в итоге стала его женой. Тут написано «Я тебя люблю» на различных языках, а на иврите, кстати, ложанули. Написали это с другой стороны, слева направо, а иврит читается справа налево.
В общем, здесь каждый посетитель может написать свою историю и прикрепить здесь на стенку, либо на потолок. При выходе из музея любовных историй мне в качестве презента предложили выбрать любой из магнитиков. Я выбрал себе вот такой туз червовый Дубровник на память о Дубровнике и о этом музее. Сейчас мне предстоит километр протоптать в своей машине, там, где я ее оставил. Здесь, я так понимаю, знаменитое место из фильма «Игры престолов», которое мне ни о чем не говорит, но судя по картинкам, которые здесь продают, и по скоплению туристов с гидами, я так понимаю, что это место весьма узнаваемое среди поклонников этого фильма. Сейчас буду двигать в Боснию, новая для меня страна. К слову, Хорватия для меня не новая, здесь я уже бывал 4 года назад. Здесь это в Загребе и на Плитвицких озерах, а в Дубровнике я впервые. Так что увидимся в Боснии, а вы подписывайтесь на канал и удачи! Сейчас я на обратном пути опять прохожу через кладбище. Людей просто толпы целые заходят на кладбище с цветами. Сегодня, видимо, 1 ноября, действительно какой-то особенный день памяти усопших в Хорватии. Я потом проверю, ну, похоже на то.